Всем привет! Всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. Я не знаю, как это видео будет называться, возможно, даже будет немножечко кликбейта, потому что я хочу вам рассказать одну историю, которая произошла у нас в Elite Dangerous. А обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, СМИ контент. И если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, все ссылочки в описании под видео, бусти и донатики. А вот теперь поехали! В этой игрушечке у нас много различных историй, и это очень сильно покрыто тайной и неизвестностью. Возможно, даже имеет отношение к Краксли, но это не точно довольно сильное заявление, я бы такого делать не стал. Все же люди, которые отвечают за сюжетную составляющую истории, очень хорошо стараются и пишут, и придумывают прям очень даже интересно. Сейчас все подробненько покажу. Отправляемся на эту планету в этой системе. Планета 1D, которая будет находиться у газового гиганта. Нам нужен подробный сканер поверхности, чтобы кое-что там найти. Communication Array Delta 69. Летим туда. Это у нас будет заброшенное поселение. Катаемся на ТРП и сканируем журналы. Их тут будет целых аж 5 штук. И сейчас я их вам зачитаю. Потому что история, довольно странная. Первый журнал. Фрагмент внутреннего журнала М. Штаб. У нас тут в модуле Б проблемы. Пусть кто-нибудь из службы безопасности спустится сюда поскорее. Мы обнаружили труп. И сразу говорю, это не кто-то из наших. Весь персонал на месте и жив. Вы, наверное, подумаете, что у меня крыша поехала. Нет, куда ему тут взяться. Не пронесешь же сюда труп по разряду личных вещей. Однако, вот вам, пожалуйста. Второй журнал. Личный дневник Джо Боттона, военнокомандующий. Вилкинс прав. Об этом нужно сообщить властям. Только непонятно, как это сделать. Они же решат, что мы или спятили, или, что еще хуже, сами убили этого парня. И не важно, что никаких отметин на теле нет. И что, по данным наших медиков, причина смерти не выявляется. Ясно только, что это не заболевание, не отравление и не радиация. Мы поискали этот корабль в списке исчезнувших. Из-за какой-то аномалии корабли просто исчезают без следа. Понятно, что это все россказни исследователей дальнего космоса. Им просто хочется приукрасить свою работу, которая состоит из скучного сканирования звезд и планет. На самом деле, ничего этого не существует, иначе мы об этом бы знали. Я должен об этом доложить. Третий журнал. Личный дневник Боттона, военнокомандующего. Все началось сегодня утром. Все вроде бы шло как обычно, но в команде чувствовалась какая-то напряженность. Никто не мог понять, в чем дело, просто у всех было чувство, что что-то идет не так, а потом появился сигнал. Источник зафиксировали на расстоянии 10 километров от станции. Это было похоже на радиосигнал, передающий зашифрованные цифровые данные. Мы несколько часов пытались его расшифровать, но, должен признаться, так и не поняли, что это. Вместе с сигналом на поверхности планеты появилось нечто такое, чего, согласно нашим отчетам, там быть не могло. Мы зафиксировали притяжение довольно массивного объекта, но физически в этом месте ничего не обнаруживается. Гравитационное поле порядка 0,1 G, но мы не видим, что его создает. Однако именно оно испускает сигнал. Мы для начала отправили в то место беспилотник с кое-каким оборудованием. Я не намерен рисковать людьми, пока мы не поймем, с чем имеем дело. Четвертый журнал. Внимание всем! Не спускайтесь сюда. Я повторяю, не спускайтесь. Он открыл глаза, и что-то началось. Сигнал пошел как будто прямо из него. Я всех выпроводил и запер изолятор. Я должен понять, что происходит. Сигнал нарастает, люди начали его ощущать. Он словно пробирается в голову. Эта аномалия приближается, не знаю как. Кажется, она и там многоточие. Пятый журнал, который завершает данную историю, по крайней мере в этом месте. Оперативная сводка поисково-спасательной команды 963. Говорит команда 963. Даже не знаю, что сказать, сэр. Здесь нет никого. Ни тел, ни признаков каких-то неполадок. Все автоматизированные системы в норме, просто никого нет. Все будто испарились. Да, я понимаю, как это звучит. По данным журнала безопасности, никто отсюда не выходил, все корабли и спасательные капсулы на месте. Остались все личные вещи, еда, вода, одежда. Да, сэр, так точно. Зачищаю журнал, станцию прямо сейчас, сэр. Конец связи. Это что такое, ребят? Какая-то непонятная аномалия появляется.
При этом она испускает сигнал, имеет гравитацию, какая-то карликовая, не знаю, черная дыра, не знаю, кротовая нора. Я не физик, не астрофизик тем более. Что это? Неужто какой-то портал в Ракслу, откуда вывалился тот непонятный неясный мужик? При этом там была еще информация, то, что у нас исчезают корабли временами в глубоком далеком космосе. Но все это приравнивают к россказням исследователей. А оказывается то, что нет, потому что это произошло здесь. То есть что-то еще есть в этой игре. Есть некая затравка, которая может сработать. Через год, через два, когда фронтиры захотят рассказать, где находится Раксла, либо какой-то еще контент. У них много различных многоходовочек, которые они могут использовать. И вот в третьем журнале, обратите внимание, все началось сегодня утром, и то, что 10 километров от станции. Вчера на стриме ночью я летал часа полтора-два здесь, и не один. И летал каким образом? Летал по азимуту. Вот что такое азимут, я его вам увеличил. Он от 0 до 360. С шагом 45 градусов я так летал на очень низкой высоте, порядка 50 метров со скоростью 30 метров в секунду, 10 метров в каждую из сторон. И ничего не нашел. Но, возможно, нужно ехать утром, как написано в этом журнале. Но что есть утро? Утро, когда у нас тут появляется свет, либо утро по Гринвичу, я не знаю. Пишите, что думаете по поводу этого дела в комментарии. Стоит ли прям заняться данным вопросом и проверить? Либо это просто история, которая есть, либо это история, которая есть и потом как-то будет влиять на дальнейший сюжет в Elite Dangerous. Потому что больше ничего я тут не нашел от слова совсем. Вообще. Как я и говорил, в этой игре гигантское количество различных историй, и я думаю, со временем мы рассмотрим практически большую всю их часть, потому что хочется собрать все эти крупицы информации воедино и выстроить что-либо, что будет известно по поводу Ракслы. Немножечко заинтересовался я данным вопросом. Действительно, у фронтиров очень много различных вариантов, куда они могут пойти по сюжету. У них прям гигантское вот это вот древо сюжета, которое тянется еще с бородатых времен. Но, все же мне кажется, будет оно по поводу Salvation, проекта Nemesis и подопытный D2. Но это не точно. Точно узнаем, наверное, после 18-19 обновления. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайкосики, подписочки, донатики и все это прекрасное. В описании под видео все возможные ссылочки, плейлисты, социальные сети, ну и помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи и увидимся в космосе.